Всем привет! Сегодня приготовим максимально простое и очень вкусное блюдо из рыбы. Филе рыбы немного солим. Берем примерно 2-3 чайных ложки приправы для рыбы и равномерно посыпаем филе. Все немного растираем руками. Я взяла примерно 1 кг филе хека, но так можно приготовить любое рыбное филе. Подготовленное филе выкладываем на противень от духовки, застеленный пергаментной бумагой. Сверху на рыбу выкладываем майонез. И сюда же кладем французскую горчицу с зернами. Распределяем ложкой майонез с горчицей по всей поверхности рыбы. Майонез делает филе более сочным и нежным и помогает сохранить влагу во время запекания, а зернистая горчица добавляет легкую пикантность. 2 помидора среднего размера нарезаем кружочками. Подготовленные кружочки выкладываем сверху на рыбу. – 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Рыбное филе с помидорами сверху посыпаем тертым сыром. Все ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем примерно 30 минут. Рыба готова. Перекладываем ее на блюдо и подаем на стол. Благодаря майонезу с французской горчицей рыба получается особенно сочной, нежной и ароматной. Майонез не дает филе пересушиться в духовке, а зернистая горчица добавляет легкую пикантность и делает вкус блюда более выразительным. В сочетании с помидорами и сырной корочкой получается очень аппетитная, сытная и красивая рыба, которую можно подать на семейный ужин и на праздничный стол. Также у меня на канале есть и другие рецепты из рыбы. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Второй приготовим скумбрию, запеченную с чесноком. Это прекрасный рецепт как на каждый день, так и на праздничный стол. Готовится она очень просто и достаточно быстро. 2 тушки скумбрии моем, вычищаем внутренности и убираем голову. Каждую рыбу нужно разделить на филе. По хребту делаем надрез и руками отделяем половину тушки от хребта. Вырезаем плавники. Точно так же отделяем хребет со второй половины рыбы и вырезаем плавники по бокам. Все косточки, которые остались, вынимаем пинцетом или руками. Кости отделяются просто и их в скумбрии немного. Готовим маринад. В мисочку насыпаем примерно 1/4 часть столовой ложки соли. Наливаем 2-3 столовых ложки растительного масла. Насыпаем 2 чайных ложки молотой сладкой паприки. Добавляем черный молотый перец. И выдавливаем 2-3 зубчика чеснока. Все перемешиваем. Приготовленный маринад наносим на филе скумбрии. Маринад равномерно распределяем по рыбе руками. Оставляем мариноваться примерно на 1-2 часа. Если нет времени, то можно готовить дальше. Форму для выпечки смазываем растительным маслом. Выкладываем на нее подготовленное филе рыбы. Все ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем приблизительно 20-30 минут до готовности рыбы. Будьте внимательны, не пересушите рыбу. Рыба готова. Ее можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Перед подачей рыбу желательно нарезать порционными кусками, так ее будет удобнее брать. Скумбрия, запеченная с чесноком, получилась очень вкусная, ароматная и румяная. Готовится просто. И последним приготовим необычное рыбное блюдо из самой бюджетной рыбы. Оно прекрасно подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Берем 1 кг салаки, отрезаем голову и срезаем все нижние плавники и часть брюшка. Это удобнее всего делать ножницами. Вынимаем внутренности. Желательно использовать более крупную салаку. Таким методом чистим всю рыбу. Рыбу моем и обязательно убираем все черные пленки, чтобы рыба не горчила.
У вымытой рыбы вытаскиваем хребет вместе с хвостом. И сразу же убираем плавник на спине. Так готовим всю рыбу. Работа не быстрая, но справиться могут все. Готовим начинку. 50 грамм сыра трем на мелкой терке. К сыру насыпаем 50 грамм сухарей. Мелко нарезаем пучок укропа. Его тоже добавляем к начинке. Все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Наливаем 50 грамм растопленного сливочного масла. Перемешиваем. Если масса еще не склеивается в комок, то добавляем еще 2 столовых ложки растительного масла. Я добавила оливковое. Перемешиваем. Подготовленную рыбу раскладываем на доски брюшками вверх. Немного все солим. Берем лимон и отрезаем у него половину, она понадобится позже. А со второй половины лимона выдавливаем лимонный сок на подготовленную рыбу. На каждую рыбу выкладываем сырную начинку и немного ее распределяем. Рыбку скручиваем в рулет. Начинаем скручивать с хвоста. Получившийся рулетик закрепляем зубочисткой. Так скручиваем все рулетики. Подготовленные рыбные рулеты складываем в форму для запекания. Половину лимона, которая осталась, нарезаем полукружочками. Кусочки лимона вставляем между рыбными рулетиками. Сверху рыбу посыпаем 1 чайной ложкой прованских трав. Также можно взять приправу для рыбы или любую другую, которая вам нравится. Все поливаем примерно 2 столовыми ложками растительного масла. Так как у меня в рыбе была еще икра, я ее тоже немного солю, поливаю лимонным соком и перемешиваю. Икру выкладываю по бокам формы. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 30 минут. Рыбка готова. После того, как рыба немного остыла, вынимаем все зубочистки. Рыбные рулетики красиво выкладываем на блюдо. Для украшения вставляем дольки лимона. Подаем на стол. Рыбные рулетики из салаки получились очень вкусными. Блюдо оригинальное и бюджетное. Такая рыбка прекрасно будет смотреться на любом столе.